Всем привет! Я нахожусь сейчас в Шамурине. Это небольшой город, недалеко от Братиславы. Он относится уже к Дунайской стреде. Я нахожусь, в принципе, в центре места. Городок небольшой. Здесь у вас есть вот римско-католический костел. Красивый снаружи, красивый внутри. Сам город небольшой. Это, в принципе, вот по сути центр города. Здесь есть памятник Святой Марии. Такой небольшой парк с деревьями, лавочками, где можно посидеть. А дальше вот пешая зона. Там есть маленькие магазинчики, есть также пекарня, где можно купить свежую выпечку. В основном здесь преобладает частный сектор, спальные такие районы с частными домиками. В городе есть немного двух-трехэтажных домов. Даже вот тут я вижу, есть высотка, если можно так сказать. Город маленький, но если честно сказать, здесь довольно очень приятно находиться. Здесь есть все необходимое для жизни. Такие ухоженные здания. Я здесь была в частной поликлинике. Новое, все современное, стильное, новое оборудование. То есть удивительно. Для маленького городка столько прелестей. Какая-то атмосфера здесь такая уютная. После Братиславы, где шум и гам, большое движение, здесь тихо и спокойно. Тут вот почта. Ну и по сути это вот весь центр города. Так, если можно сказать. Какие-то магазинчики там вон с одеждой. Банки. Вот здесь находится пекарень, булочная. Там свежие булочки, очень вкусные. А еще меня вот поразил такой факт, что у них все вывески написаны на словацком и тут же дублируются на венгерском. И здесь практически все разговаривают на венгерском языке. То есть вот я зашла в булочную, и ко мне продавщица сразу обратилась на венгерском, что мне можно предложить. Вот, но когда я объяснила, что я не понимаю, она переключилась на словацкий. То есть все здесь, конечно, говорят по-словацки, но первый язык, и на улице вот люди общаются, он венгерский. 20-30 минут езды от центра Братиславы, а уже общение на венгерском языке. Ну и дальше тут кафешка, вот какие-то магазинчики. Это, по сути, вот и весь центр, пешеходная улица. Вот тут вот есть большой супермаркет, Коop. Всякие магазинчики с игрушками, с одеждой. Там были парикмахерские, я проходила, банки. Тихо, спокойно, чистенько, уютно. Неплохой такой городок. Многие сюда переезжают жить из Братиславы, потому что это как бы недалеко, то есть удобно добираться и машиной очень быстро по скоростной дороге, или же автобусами можно добраться 20-30 минут, и вы уже здесь на месте. Сюда ходит Slovak Lines. Сюда также можно доехать автобусами сад Дунайска стреда, то есть без проблем, они ходят каждые 15 минут. Вот. А здесь еще есть вот такая церковь тоже. Сейчас покажу, дойду. Вот автобусы, кстати, сад Дунайска стреда, они ходят на Братиславу каждые 15 минут.
Поэтому с этим проблем нет. Ну, вот костел. Еще один. Вот здесь есть описание. Здесь еще есть, я так понимаю, это или уряд местный, или местный, может быть, дом культуры. Там написано, сейчас посмотрю. Тоже такой еще небольшой закуточек приятный. Сам город ухоженный, чистенький. Много красивых зданий. Дом культуры, местное культурное средство. То есть, видно, здесь проходят всякие выступления, концерты. Там уже начинаются обычные жилые районы. Вот такие обычные районы. Провинциальный городок. Тут вот опять же банки кругом. Там садик, я вижу, тоже на улице. Современные стильные здания и рядышком старинные. Так это сочетается. Вот такие. Тут есть интересное здание. Здесь вот еще одна такая площадь. Там церковь. Здесь есть памятник венгерским семьям, которых выселили в 45-49 году. Чемоданы. Ну, вот такие новостройки. Город, в принципе, очень приятный. Здесь есть все, что необходимо. Здесь и салоны красоты, и частные клиники, и зубные поликлиники. И все довольно в таком хорошем очень состоянии. И цены на недвижимость невысокие. Я проходила рядом с агентством недвижимости, посмотрела, там у них предложение. Двухкомнатная квартира в новом доме, в новостройке. 52 квадратных метра с балкончиком, стоит 95 тысяч евро. Это все при том, что 20 минут езды по хорошей дороге, и вы уже в Братиславе. Касательно пробок сказать не могу, но вот мы ехали утром, ехали где-то в 8 утра, пробок уже не было, мы довольно быстро добрались. Ну и автобусом сюда очень быстро и удобно добираться, как я уже и говорила. Поэтому я теперь понимаю, почему очень многие сюда переезжают из Братиславы. Здесь тихо, спокойно, приятно. И все необходимое есть. Ну, а кому-то нужно, если больше развлечений или каких-то больше удобств, то все это можно найти уже в Братиславе. 20 минут, и вы там. Хотя у них здесь и свой дом культуры. И тоже бывают какие-то концерты. Кстати, хотела показать, вот, например, парковка, да? И здесь все написано о паркинге, как заплатить, сколько, что. И вот у вас, смотрите, сверху идет на словацком, а внизу идет на венгерском. И так у них здесь все. И название улиц, и полностью как бы все вывески на магазинах. Все так. Ну и, как я уже говорила, говорят на венгерском языке тоже. В основном словацкий используется уже постольку-поскольку. Это вот частные райончики, такие спальные районы, где там в основном частные домики, приятные, ухоженные. А здесь вот автобусная станция.
Автобусная станция, как в маленьком таком провинциальном городке. Но отсюда вы можете добраться до Дунайской Стреды, до Братиславы. Также можно и такси вызвать, если нужно. В общем, городок мне очень понравился. Если у вас будет возможность, приезжайте, посмотрите. Так, для понимания, что такое провинциальные городки Словакии. Огромным его плюсом я считаю то, что он находится прямо рядом с Братиславой. Это очень удобно. И цены здесь уже другие, причем на все. Даже в той же булочной цены на изделия уже на порядок ниже, чем в Братиславе в обычной булочной. Ну а я с вами прощаюсь, до скорых встреч. Встретимся в следующем видео. Пока!